Всем привет! А вот и долгожданное видео о том, как установить регулируемые амортизаторы BC Coilover на Volvo 940. Выглядят они вот так. Это задний амортизатор. У него регулируется высота, регулируется жесткость. Также это задняя пружина и регулировка высоты задней пружины или ground control по-другому. Начнем. Так, для того, чтобы заменить амортизатор, нам нужно его открутить нижнюю часть и верхнюю часть. Но перед этим надо приподнять задний мост для того, чтобы амортизатор освободился. Тогда открываем заглушку. И здесь у нас прячется еще один болт. Задний амортизатор старый. Дальше нам надо выбрать пружину. Надо опустить. Откручиваем верхнюю тарелочку. Открутили болт. Теперь достаем пружину. Вот старая пружина. Нам нужна эта нижняя часть. Мы ее наденем на новую пружину. Таким образом. Прям как заводская. Теперь нам надо установить ground control. Теперь устанавливаем пружину. Она ставится таким образом, чтобы эта часть резины встала в лыжу. Теперь мы будем устанавливать наш новый амортизатор. Вот и все. Установили задний амортизатор, заднюю пружину. Можно надевать колесо. Ту же операцию надо будет проделать с другой стороны. И потом уже, когда мы опустим автомобиль, мы сможем отрегулировать высоту кузова. И тогда будем регулировать ход самого амортизатора. Если честно, у меня много сомнений по поводу задних пружин. Потому что в интернете много информации о том, что пружины, которые идут в комплекте, очень твердые. Не рассчитаны на этот кузов, поэтому задняя часть автомобиля прыгает как шарик пинг-понга. Но я думаю, установлю все как есть в комплекте, попробую, если что-то будет не устраивать, тогда буду искать решение. Ступицу я заранее подготовил, отпескоструил, отрезал оставшуюся часть колбы, оставил 5 сантиметров, так как это написано было в инструкции койловеров. И сейчас подготавливаем все к сварке. Этим вырезом устанавливаем в сторону кулака. Там есть такая выемка. Он красиво устанавливается, притык. И это место надо хорошо обварить. I am your father.
И теперь мы будем обваривать вокруг. Первым делом прихватим, чтобы его не потянуло во время сварки, и потом уже будем плотно обваривать. И вот таким образом провариваем полностью всю ступицу. Ну, вот так выглядит приваренная к ступице. Ну вот, проварили, покрасили и подготовили все к установке самого уже амортизатора. То есть просто берем и прикручиваем его к колбе. 1 hour later. 1000 оборотов! Реально 1000? Ей! Вот. Все, готовый продукт. Вот такие мы будем их устанавливать в автомобиль. Теперь мы перейдем к передней оси и будем менять передний амортизатор. Перед тем, как поднять автомобиль, я в подкапотном пространстве отключил ABS-датчик, чтобы потом лишний раз не поднимать и опускать автомобиль. Для того, чтобы снять амортизатор, нам нужно открутить рулевой наконечник, открутить шаровую опору, открутить тормозной суппорт, снять тормозной диск и подшипник. Начнем. Отключим провод АБС. Откручиваем тормозной суппорт. Выворачиваем колесо, так будет проще. Так, теперь можно открутить подшипник. Убираем его в сторонку. Так, поехали дальше. Откручиваем рулевой наконечник. Откручиваем шаровую опору. С помощью вот такого нехитрого приспособления вытаскиваем шаровую опору из амортизатора. И амортизатор оттягиваем в сторону. Все. Теперь мы подготовили все для того, чтобы выбрать амортизатор. Сейчас надо нам опустить автомобиль, открутить две гайки верхней опоры и выберем старый амортизатор. И достаем амортизатор. Вот старый страшный амортизатор. Теперь берем новый амортизатор, откручиваем гайки. И в обратной последовательности устанавливаем амортизатор. Прикручиваем шаровую опору. Вставляем рулевой наконечник.
Установим новую защиту тормозного диска. Устанавливаем назад подшипник. Подшипник у нас зажимается с усилием 100 ньютон-метров и 30 градусов. Устанавливаем динамометрический ключ на 100 ньютон-метров. И крутим до характерного звука. С помощью угломера докрутим 30 градусов. Ну вот и все. Нам нужно отрегулировать высоту кузова и отрегулировать ход амортизатора. Но об этом я расскажу в следующем видео. Если это видео было для вас полезно и интересно, жмите лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео.